событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. Сегодня третий день. Вчера ребятам не удалось переправить пушку на другой берег. Тем интереснее будет посмотреть сегодня, успеют ли они завершить задание второго дня и выполнить то, что мы им приготовили сегодня. Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Ну что ж, ребят, доброе утро. Как спалось? Отлично. Отлично! Как-то более энтузиазма надо больше. Мы выспались! Как я сохраняю такой настрой позитивный? Я просто встаю с утра и на всю просто громче, чем петух. Максим Усманов, поселок Первомайский, Челябинская область, 20 лет, тикток-блогер. И кричу со всей дури: доброе утро! Прежде чем мы начнем, хотелось бы, как всегда, выбрать капитана. Напомню, что тот, кто уже был капитаном, быть им не может. Это два Макса, поэтому выбор несколько сужен, но тем не менее. Артем, как ты считаешь, кто может возглавить ваш Это отряд? единогласно. Тут сегодня должна быть Лиза капитан. Правильное распределение обязанностей – это полработы, мне кажется. Елизавета Кравченко, Кемерово, 21 год, СММ-менеджер, студентка. Потому что если их распределить неправильно, можно сделать миллион ошибок. Интересно. Я думаю, Артем. Я тоже думаю, Артем. Артем, да, я за Артема. Единогласно, Артем. Бельчискин проиграл. Не совсем тебе знаком смысл слова «единогласно». Ребята из команды называют меня разными прозвищами, разными именами. Артем Эрнест Эйкстер, Санкт-Петербург, 24 года, переводчик, путешественник. Помимо того, что я Артем и Эрнест, еще меня называли Хемингуэй, Эрик, Шегги из Скуби-Ду, еще как-то. В общем, это все не проблема. Мне нравится, меня это не задевает, мне это смешно. Если я кого-то смешу какими-то там частями своего поведения, я все равно при этом чувствую уважение к себе, и я рад посмеяться. Ну что ж, Артем, получай конверт задания. Держи. Задача номер 1. Найти в лесу тайник с провизией, самостоятельно обеспечить лагерь пропитанием на долгосрочный период, подобно десантникам и диверсантам майора Ивана Старчака, чтобы выдержать длительные бои с противником. Найти что в грузовике. Задача номер 2. Переправить через реку пушку и установить противотанковые надолбы, используя заранее приготовленные бревна, как это делали курсанты-артиллеристы передового отряда подольских училищ из батареи капитана Владимира Базиленко, которые, рискуя собственными жизнями, встречали врага и давали время на передислокацию товарищей. 15 деревьев и всех копать. Но я не уверен, что мы так... Еще поперек если что, мне кажется, мы, смотрите, мы плот же можем развернуть. Из плота забрать. Тогда мы пушку перевезем, плот развяжем и пойдем копать. Мы вчера посмотрели, что не по вашей вине завязла пушка, поэтому мы решили предоставить вам этот аксессуар, который называется домкрат. Им действительно пользовались, он был в расположении саперных войск, поэтому вы тоже сможете его сегодня использовать для того, чтобы облегчить себе задачу. Смотрите, ребят, по поводу того, что вы будете заниматься пушкой и делать надолбы, Лиз, у тебя задача найти еду, приготовить, и при этом еще нужно будет передислоцировать лагерь. Мальчики занимались достаточно тяжелой физической работой, а мне пришлось взять на себя что-то более легкое и такое более женское. Как всегда, на выполнение задания у вас будет 6 часов. Начали! Это, на мой взгляд, очень сложное задание для одного человека, учитывая количество наших вещей, учитывая расстояние в целом, которое здесь приходится ходить, потому что это трата, огромная трата времени. Чисто логически она поворачивает где-то, вот где поворачивает лес. Наверное, нам куда-то вот за березу, за вот эти. Правильно? Правильно.
я взяла в руки карту и поняла, что я абсолютно ничего не понимаю. То есть ориентирование по карте, если это не там, Яндекс.Навигатор, это абсолютно не мое. Идея пришла, вот эти вот там, знаешь, грубо говоря, вот таких веток набрать, да, и веревкой их обмотать, чтобы они были как плоские такие. Пришли на переправу. Артем Мельников, Красноярск, 23 года, бывший морской пехотинец. У нас была задача закончить вчерашнее начатое действие, переправить пушку на наш берег. Но мы решили, что нужно дособрать всяких веток, палок, связать их, чтобы можно было как-то подкладывать под колеса. Место под заготовку бревен выделено специалистами в зоне санитарной рубки. Ни одно здоровое дерево от рук участников проекта не пострадало. Что, не идет? Да это маленькое. Как стопор подойдет. Колесо не скатится. Я думал целую ночь, как нам сделать правильно. Максим Фитмяков, Москва, 22 года, видеоблогер, студент. Пошли на ту сторону, таскать плот, таскать все стройматериалы, сделали упоры для того, чтобы пушка не скатывалась. Вот этот край положите на это, чтобы тоже на нить. По 4 неустойчиво, ребят, либо 3, либо 5. 4. Нет, подготовить сразу, чтобы у нас были 2-3 хотя бы такие вот, чтобы подложить, а все остальное будем по ходу дела. Давай. Я думаю, Мы 2 так сразу подумали. сделать. Вот так вот, поэтому. Да, прям очень сильно натягивай, чтобы она плотная была. Как успехи? Прекрасно, я сняла первый тент. Я правильно понимаю, ты вот так вот сложила? Нет, я сверну это все аккуратно. Я просто хочу снять, понять, оценить масштаб наличия вещей, а потом уже их переложить. Так, наверное, нужно взять травы, и это будет наша щетка. Просто вот эко, без вот этих вот ферри. Это для противников, кто типа не моет посуду этими, как, господи, моющими средствами. Трава, вода и все. Мне было немножко грустно, потому что я была как бы одна, и вот это такое непривычное ощущение. Ну что, Лиз, лагерь готов к дислокации? Да. Идем мы искать всё провизию? собрали. Да, идем. Пойдем, ты знаешь, куда идти нам? Ну, у нас есть карта с тобой, но я примерно пока понимаю, а дальше поближе мы с тобой уже посмотрим по карте. Памятуя ошибки вчерашнего дня, ребята стараются предусмотреть все, что им понадобится для того, чтобы совершить переправу пушки, и сейчас идут приготовления. Тём, давай, все. Stand up, everybody! И домкрат еще не забудь. И стопоры. Я начинаю пилить пока направляющую. Кого ты пилить? Да, давай. Ну, там, помнишь, за которой левое колесо? А вы хотите ее реально спилить? Реально. Хрена вы жесткий. Собрали весь инвентарь, пошли через нашу реку пешочком. Где ты видишь топор у него? Нет топора? Ага. Нет топора у него. Тёма! Ты топор взял? Вот и все. Плодились тут. Артемов мало, Максимов много. Что там, мешок глубже? Хорошо. Самое сложное сегодня было, ну вот, если из физического плана, то выдержать, в принципе, холод. Мы прям настолько продрогли. Это жесть. Да, вот так и вот так.
Ну, типа, наверное, это где-то вот там. Я не уверена. Я шла не по карте, а просто вот чисто по наитию. То есть мне ребята примерно объяснили точку. Я пошла в том направлении, зашла один раз не туда. Но вон там что-то срублено, одно какое-то дерево. Я не скажу, что у меня прям не хватает сил, что я вот готова прям упасть и все. То есть, ну, у меня болят ноги, потому что я устала ходить. Но в целом, нет, физически я себя чувствую достаточно нормально. Просто всегда хочется есть. Так все хорошо. Я думаю, что мальчикам гораздо тяжелее, чем мне. Это очевидно. Просто, ну, я много хожу, но я ничего при этом как бы особо такого 500-килограммового на себе не таскаю. Поэтому им, конечно, тяжелее. И, конечно, мне бы очень хотелось сегодня тоже их там кормить как-то, чтобы у них появилось больше сил. Как бы... Я считаю, что Лиза делает все, что может. И никогда не было слышно от нее «все, я устала» или «все, я больше не хочу этого делать». Хотя, может быть, ей было и грустно, иногда и одиноко, и морально сложно, потому что она полностью весь день работала сегодня одна. Иду. Стоп, сейчас останется иначе, в другую сторону. Все, останови. Молоток, гвоздь, упор. Не забьем никуда. Как вот сюда Пока не забьем, пока хотя бы просто вот, рычаг вот сюда ставить. забивайте упор. Просто доску подставим. Упор, пацаны, ну что? Вы думаете, удержит сейчас? Конечно, упор? чтобы мы от колеса отошли. Удержит. Удержит. Получается, нам, чтобы выйти, надо будет вот так вот сюда. Может, это... А, стоп! Можешь не поднять, нужно просто толкнуть в ту сторону. Да, я вот думаю. Вот так вот? Как-нибудь. Ну-ка, давай. Мы толкаем, попробуй приподнять. Раз. Раз, два, три. Мне кажется, что с самого начала было неправильно скорректировано место дислокации, очень тяжелое место. То есть берег сам, у него очень крутой склон, и когда дождь идет, вода сходит, и местность была глиняная очень сильно. То есть подход к реке был очень тяжелый. То есть он был не пологий, а очень крутой, из-за чего порода прямо у берега, где начинается вода, она очень мягкая. То есть из-за этого пушку было очень тяжело затащить на плот, потому что и ты хорошо плотом не подъедешь, вот, и особо пушку в грязи не потаскаешь. Пушку поднимали, реально настолько в грязи стояли в вылу, что у нас ногам не что было опереться, потому что мы топились вниз. У нас появился домкрат сегодня, хотели с помощью домкрата все сделать, но он нам вообще абсолютно никак не помог, потому что, я говорю, там все в воде, все в этой жиже, глина, ил, песок, все там мешает, плавает, топалки торчат. Подложить. Да. Вот эту, наверное, да? Или хотя бы вот эту тонкую. Пытались ее завести на плот, у нас не получилось. В итоге кое-как пушка оказалась у нас на плоту. Блин, я вижу мешок. Блин, там козочка. Это же козел, кажется, а не козочка. Я не вижу там чего-то, чего можно доить. Да блин, как мне надо найти? Кто придумал вешать это туда? В октябре 1941 года немцы прорвали линию обороны резервного фронта и захватили город Юхнов. Для того, чтобы задержать противника, осталась диверсионная группа и батальон майора Ивана Старчака. В течение недели небольшой группы они удерживали натиск врага.
Запасов провизии не было. Чтобы выжить, лес стал для бойцов основным источником пропитания. Нашла там козу, нашла там на дереве мешок с яблоками, достала мешок с яблоками, как-то попыталась приблизиться к козе, подружиться с ней, понять, что она безопасное животное, отвязать ее и повезти к ребятам, потому что мне нужно было ее подоить. Ты кушаешь такое? Если я сделаю типа вот так, допустим, просто он не завяжется. Так, теперь мне нужно отвязать козу. У меня вот, я не знаю, видно там будет или нет, но у меня просто сломаны почти все ногти. Это было очень больно, потому что веревка завязана достаточно туго, и мои ногти просто ломались еще больше с мясом. Это было очень больно, поэтому мне приходилось это делать как-то пальцами, чтобы, собственно, ну, все-таки как-то сберечь немножко свои руки. Бревно, главное, зацепи. Теперь самое интересное, что Эрнест Хемингуэй, который у нас позиционировался как чувак, который только на кухне хочет работать, сейчас один там работает. Один пушку тащит. А мы стоим тут, базарим. Да, вот в сапогах. Мы в сапогах. Тём, ну чё? Поехали! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Запомнится надолго, то, как мы ее поднимали. Мы думали уже остановиться, кто-то думал, блин, уже все, нет смысла. Потом все-таки мотивировались снова. Все-таки как-то получилось у нас, да, частично это сделать. Вот это было такое яркое, будет яркое воспоминание на долгое время. Раз, два, три! 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 Столько сил она заставила нас отдать ради того, чтобы ее спасти. Я радовался, если честно. Когда мы были на той стороне, когда мы затягивали пушку на плот, у нас шло все по плану. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Когда я находился в воде, начались взрывы. Прямо в воде это действительно страшно. Первый рефлекс, инстинкт под воду нырнуть, наверное, он правильный. В военном действии, наверное, нужно плыть куда-то за какую-то корягу, куда-то к берегу прятаться. Это действительно страшно, потому что ты чувствуешь звуковую и взрывную волну прямо в ногах. И это не только волна, это какие-то импульсы, какая-то дрожь. Тём, помогай там, толкай сильнее тоже. Тём, достань ты за ней, толкай вперед. Ну не идет у нас, куда? Что толкать? У нас не идет. Плот утонул. Парни продолжали. Ну, я на самом деле честно понимал, что уже как бы нет смысла дальше. Уже видно было, что мы не сможем ее дальше заточить. Попробовали, да. Но парни продолжали, говорят, давайте еще. И мы очень сильно замерзли, прям сильнее, чем вчера, намного. Все, приплыли. Кого нашла там? Козу. Живую. Радости нет предела? Вообще. Она есть хочет. Маш, пойдем. Маш, пойдем, потом поешь. Я просто подумала, что это стандартное имя для коз. Ну, я понимаю, что это взрослое животное, у него наверняка есть имя, но я придумала ей новое, и вот она на него откликалась. Мы с ней общались, она мне отвечала, вот это было нет. Это был часто ее самый ответ. Вот, ну и в целом она откликалась на это имя, поэтому, возможно, ее реально зовут так. Выйду ночью в поле с козой, ой да с козой. Вся ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с козой по полю вдвоем. Мы пойдем с козой по полю вдвоем. Ой да вдвоем. Так, тихо, не шугайте ее так, пожалуйста.
чего-то не хватает. Пушки не хватает, она А что случилось? потонула. Я прям сказал, что мы 4 дня готовимся к тому, чтобы просто утопить пушку. И можно было, в принципе, это сразу сделать. Но, увы. Нет, мы, конечно, старались, но, к сожалению, навыков пока не особо хватило. И да плюс еще погода не очень хорошую с нами историю сыграла. Встреча ребят с пушкой закончилась со счетом 1-0. Пушка победила. В 1941 году большинство солдат были обуты не в сапоги, а вот в такие ботинки с обмоткой. Что это значит? Это был ботинок, была портянка и вот такая вот обмотка. Давайте попробуем и посмотрим, что у нас получится. Вот так, раз, два, три. Главное в те времена, чтобы эта ткань не пропускала влагу. Вот смотрите. Тут завязываем и в бой. Солдаты даже шутили. У меня есть сапоги 8 раз вокруг ноги. Ну, мне кажется, так немножко в стиле бумбараш. Конечно, это невероятно обидно. В общей суматохе ребята не заметили, что плот унесло течением. А там были как раз все те бревна, которые они могли использовать в качестве надолбов. Так, ну, парни, давайте подведем небольшие итоги. Значит, пушка на дне, плот унесло, надо делать надолбы. Что будете делать? Короче, тогда, пацаны, Макс, доставайте плот, мы с Артемом пойдем тогда кухню нести. Или перетаскивать эти все. пацаны. Не, нужно всем вместе. Ну, вот все эти ящики, не ящики. Сегодня, когда упала пушка, ушел по течению наш плот. Это труд наших 1,5-2 даже дней. Безусловно, нужно было ловить плот сразу же. К сожалению, мы все тогда находились не там. В октябре 1941 года, чтобы осложнить передвижение врага по Варшавскому шоссе, были взорваны мосты. Капитану Владимиру Базыленко поступил приказ прикрыть передислокацию передового отряда подольских училищ. Во время переправы через реки артиллеристы практически тащили пушку на себе. И хотя многие бойцы имели ранения, они вышли к своим войскам без потерь и сохранили орудие. Позднее пушка пригодилась курсантам на оборонительном рубеже возле села Ильинское. Мы потом посмотрели, где плот. Плот ушел, просто уплыл по реке по течению. Я сходил, посмотрел. Он там деревом остановился, которое дерево упало просто поперек реки. О, видишь? Маша, пойдем. Пойдем еще чуть-чуть, пошли. Вон, смотри, мы с тобой уже почти пришли. Пойдем скорее. Ребят, у нас новая участница, Мария Ивановна. Она принесла нам молока. Если Дерка... Нет, она вас боится, правда. Ну, в общем, все, я помог, когда у вас есть. Иди ко мне. Давайте все вместе занесем кухню. Первое дело. Да. Пошли, Лиза. Это ты вчера сбила? Видел? Да. Картошка горячая, да? Так... Да. И поэтому, собственно, нам и нужно перебазироваться. Тебя рассекретили? Да. Короче, Максончик, там прибило. Нужно идти спасать плот. Что прибило? Плот прибило. Стоит, да. А? Сколько метров? Да, думаю, по колено там где-то. Я закинула тент Муравейник. туда просто, чтобы, Спасибо. ну, типа, да, там кастрюля еще на Давай дне. приподнимем, потому что мне кажется, что, может быть, у нас будет веселая дорожка сейчас. Мы пошли с Артемом, с Эрнестом и с Лизой в лагерь. Первый раз мы забрали все инструменты, весь инвентарь. В ящик все загрузили и вот вдвоем тащили все, что там нам необходимо было. Лиза там по мелочи взяла, что смогла, и тоже пошла с нами. Вот они прям как знают, да, когда кусать надо?
Сложнее всего, наверное, сегодня было нести коробку мне лично, в которой лежало все самое нужное, и она была очень тяжелой. Ну, вот, нужно было нести от старой точки до новой. Это заняло действительно много сил, и эта нагрузка на пальцы, на сухожилия, да, это не самые, наверное, развитые мои мышцы, вот поэтому это было тяжело очень. В какой-то момент пальцы не сгибались. Мы с ребятами пошли. Они взяли ящик, я взяла много объемных, но легких вещей. Мы пошли, но пошел дождь. Ребятам было крайне тяжело и так это нести, но еще и как бы дождь, у них скользили руки, я их обогнала и оставила вот как бы с ящиком, чтобы сэкономить время. А я пришла, и дальше мне предстояло общение с козой. Мы сегодня копали надолбы, мы туда будем вставлять палки крепкие. То есть получается такая вырытая яма, в которую вставляем палку под наклоном вот так вот. И вот несколько палок вот так в течение всей дороги, где может проехать танк. Соответственно, они будут защищать нас от проезда какой-то техники. Максфит, вырой яму, я лягу. Артем, осторожно, ямы. Задание тяжелое на самом деле, но мы стараемся, реально стараемся уже даже, мне кажется, норму своих возможностей мы перевыполняем, и все равно не получается. Тяжелое мы стараемся, но как бы в годы войны эти задания, наверное, были еще в десятки раз сложнее, так что жаловаться не буду, скажу, что мы, наверное, не так сильно готовы к таким испытаниям в данный момент. Но с каждым днем как-то уже все так обыденнее становится и уже больше опыта в этом появляется. Надо просто нам потренироваться, все получится. Чего она рычит? Потому что она тигрица. Это типа просто с ручки или? Да. Оп. Вкусно? Мать. Давай еще. Еще будешь хлебыш? Давай еще. Козу я тоже никогда не доела, но все когда-то бывает впервые, поэтому вот сегодня были такие эксперименты. Маша, стой на месте. Маша. Так, Маше уже не нравится, что здесь происходит. Давай. Я могу пробовать, да? Да, конечно. А как ощущения? Алис, Там нет молока. ну ты Я не понимаю. ищи. Опаньки, что произошло? А надо посильнее? Я вновь начала ее бояться, потому что она начала издавать какие-то странные звуки, начала как-то противиться тому, чтобы мы ее доили. Я, в принципе, никогда не доила козу и не понимала, как это делать. Но я села, у меня не получилось, потом еще раз не получилось. Во-во-во-во-во-во-во-во. Направляй. Тише, Маша. Ну, Потом вроде получилось. Ну, в общем, это был такой переменный успех. Но, тем не менее, что-то мне удалось надоить и попробовать. Это оказалось съедобное молоко, потому что раньше мне говорили, что оно очень воняет, и вообще его невозможно как бы пить. Но в целом, нет, оно очень нормальное. Давай. Ага. Все, пошли. Стоп, как-то мы вот так брали. Вот за эту сошку мы брали. Не, я вот здесь. Во, все. Уйдет. Не. Еще, Макс, газуй. Он это хочет закончить. Да, срочно. Не, прям. Вот это кроссфит. Самое тяжелое — это несли кухню, потому что она весит больше пушки, однозначно. Может быть, примерно одинаково, но по тому, сколько нужно усилий прикладывать, так как там вес распределен по-разному.
Живые? Макс, живые? Нормально, слушай. Еще один заход, и мы дойдем. 2, 3. Раскачиваем, да. Еще. Оба. Давайте второй. Еще. Справа. Максон прям на колесо встанет там? Не, она будет сказать. Я вам прочитаю. Нет, почему? Ну, сзади будет толчок. Вы говорите, когда бросаете? А, она заехала? Она заехала. Сейчас тебе чуть-чуть приподнять, и мы Давай только... сюда, давай. Она заехала, она почти заехала. Не напоминает? Да не нравится. Только чтобы всем хватило на четверых. Смотри. Ну, не очень много. Давай. Это Это Маша. Это Маша. Считаю, что Лиза с поставленной задачей справилась практически полностью, потому что она нашла в нужном квадрате еду, которая должна была там быть, и еще нашла козу, которая нас покормила, так скажем, молоком своим, порадовала и составила Лизе компанию. 6-й участник нашего шоу. А по поводу еды, конечно, не получилось, потому что слишком у нас много дел накопилось за сегодня. Она делала то, что может, действительно. Она не могла, например, приготовить сегодня ужин. Она не могла развести огонь, потому что мы не подготовили там в первый день или во второй дрова. Она делала то, что могла. Ну, рассказывайте, что у вас получилось. Лиз. Начнем с тебя. Я нашла козу, я нашла мешок с яблоками, залезла на дерево, этот мешок достала, привела козу через это поле, хотя она очень упрямилась, подоила ее, мне помогли, но частично я все-таки смогла это сделать. Мы не смогли полностью перебазировать лагерь, вот, и это то, что у нас не получилось, и у нас, соответственно, не получилось приготовить ужин. Мальчики очень сильно меняются. Вот в первый день я это заметила как раз на Максе, когда с утра он пришел такой типа позитивный, прям был очень веселый. Вечером это были какие-то просто впалые глаза, полные ужаса, полные усталости. То есть он правда сидел, и вот если сделать фото до-после, это было два абсолютно разных человека. Понятно. Ребят, у вас какие? Что у вас получилось? Сегодня не получилось перевести пушку, потому что был недостаточно качественно сделан плот, был подтоплен берег, где бы забирали пушку. Было много грязи, ила, это просто вязкая жижа. Шел дождь, мы устали. Ну, короче, много причин. Я не знаю, какая конкретно причина нам помешала, а может быть, дело в нас. И так или иначе у нас не получилось, и как бы, уже, думаю, смысла нет после драки махать кулаками. Сегодня вам нужно было сделать надолбы. Наши зрители увидели, сколько вы сделали. Я надеюсь, что завтра как-то мы сможем это реализовать, но тем не менее. С другой стороны, я вас понимаю. Это 570 килограмм. Это нереально тяжелая штуковина. Давайте эксперимента ради попробуем сейчас вчетвером ее взять. И вот, ну, хотя бы вот туда вот на закат, вот, ну, сколько сможете? Давайте, вот метров 10-15. Получится ли? Реально ли? Сможете ли вы это сделать? Давайте, там есть упоры сзади на станине. Давайте, как же тяжело транспортировать эту невероятно тяжелую пушку? Завтра у нас, ну, как задача, плот доставить, вкопать столбы, ну и поесть, приготовить еду в полевой кухне. Все будем рядышком, все будем вместе, так что, думаю, дело должно пойти быстренько уже. Каждый все знает, что делать, что да как. Ну, мы должны как минимум с этим справиться. Это должно у нас получиться. Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет.
Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки, подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победи. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить.